Всем привет, с вами Елена и это канал Вот бы мне. Друзья, в этом видео хочу поделиться новостями на тему движения судебных процессов по искам от адвоката Кертиса Моррисона. Начну по порядку. Как вы наверняка уже знаете, самый последний и самый большой иск, поданный Моррисоном в начале июня, называется Good Luck v. Biden. И в нем состоят более 11 тысяч победителей, которые вместе с членами семьи составляют невероятную цифру в почти 25 тысяч истцов. Такое большое количество истцов, конечно же, привлекает внимание, и многие западные СМИ активно освещают эту тему, создавая нужную нам шумиху и давление на Госдеп и администрацию президента. Так, например, на днях про иск писали даже Forbes, и я думаю, это очень хороший знак. Ссылки на статьи в разных СМИ я оставлю в описании под видео, сможете с ними ознакомиться самостоятельно, и, пожалуйста, если вы находили упоминание исков в других источниках, делитесь ссылками в комментариях. Судьей по этому делу был назначен Amit Mehta, но вы наверняка знаете и это. Снова-таки, на мой взгляд, это просто отличная новость, так как у него уже есть большой опыт ведения судов, касающихся лотереи Green Card. И что самое главное, положительный опыт, то есть решение судьи в сторону истцов, то есть нас, победителей лотереи, которые из-за прокламации запретов и пандемии теряют возможность попасть на собеседование и получить свои визы. Несколько таких решений он вынес еще в прошлом году для DV 2020, и только поэтому часть победителей успела пройти собеседование в сентябре. А потом в феврале, даже несмотря на действия географических прокламаций, закончившиеся визы смогли въехать в США благодаря решению признать такие визы исключением для национальных интересов. Кроме того, этот же судья будет принимать окончательное решение по резерву оставшихся 9 тысяч виз для DV 2020, а значит, у прошлогодних победителей все еще есть шанс получить визы в будущем, несмотря на то, что финансовый год давно закончился. Да, конечно, как мы видим, судебные процессы могут идти гораздо дольше, чем нам хотелось бы, но набравшись терпения, мы все в итоге имеем шанс получить желаемое, даже несмотря на все палки в колеса иммиграции и лотереи в частности. Без иммиграционных адвокатов, скажу я вам, мы бы точно уже могли ни на что не надеяться. И скажу даже больше, на мой взгляд, победители DV 2021 с маленькими кейсами, которые уже получили свои визы самостоятельно без вступления в иски, все равно должны быть благодарны иммиграционным адвокатам, так как еще до судебных процессов и решений судов они косвенно влияют и давят на Госдеп и все инстанции, вынуждая их делать хотя бы минимальное количество работы. Без этого, я уверена, никто бы не шевелился и продолжал бы ссылаться на прокламации, которые до сих пор бы не отменили. Ну и теперь к более свежим новостям. Рассмотрение ходатайства по Good Luck состоится 19 июля, а вместе с ним будут рассмотрены два других иска – Го и Филозипович от двух других адвокатов – Глейзер и Сискинда. С большой долей вероятности можно считать, что 19 июля судья вынесет предварительное решение по всем трем искам, так как все они имеют общую цель. После этого на юридическое оформление всех нюансов может уйти еще месяц, но это будет уже не так важно, если решение будет положительным. Так что держим кулачки и надеемся на лучший исход. Кстати, есть еще один иск – Росалис v. Байден, который ранее назывался Джейкоб v. Байден. Мы не очень следим за ним, так что если у вас есть подробная информация на этот счет, обязательно делитесь с ней в комментариях. Знаю, что слушание по этому иску состоится немного раньше, чем по трем вышеперечисленным, и пройдет 15 июля. Дело ведет другой судья, но независимо от того, какое решение будет принято, оно может повлиять и на решение по другим искам. Ведь принять решение выдать визы истцам из одного иска и отказать истцам из другого, ну вы сами понимаете, очень неправильно. Более подробно про иск Росалис v. Байден и о других важных новостях из первых уст вы можете узнавать из твиттер-аккаунтов иммиграционных адвокатов, ссылки на которые я, конечно же, оставлю в описании. На сегодня все, друзья. Я, как и всегда, буду держать вас в курсе событий и делиться всеми самыми важными новостями на тему лотереи Green Card и иммиграции в США максимально коротко и оперативно. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.